Хейтеры и негативные комментарии. Что с этим делать? Надо с ними бороться или не надо? Вот в этом видео я про это расскажу. Я не буду рассказывать, как правильно, как неправильно. Я буду рассказывать свой личный опыт. У меня 3 YouTube канала. Первый YouTube канал по сексологии. Тут больше 1000 подписчиков. Это моя профессиональная деятельность. Второй YouTube канал у меня по сварке. Там 5000 подписчиков. И также у меня есть личный канал, где я рассказываю про медитации, про наставничество, про свой вообще путь, кто я, что я. Там у меня около 100 подписчиков. В общем, аудитория у меня большая. И, естественно, как и другой любой нормальный человек, который записывает видео, его выкладывает на любую соцсеть, ну мы сейчас будем говорить про YouTube конкретно, да, хотя не только про YouTube, вообще про в целом хейт, негативные комментарии. В общем, когда человек выкладывает какое-то видео в соцсеть, он думает, есть такие ожидания, сейчас мне напишут, какое классное видео, какой классный оратор, ценная информация. Но не всегда бывает так. Иногда пишут хейт, иногда пишут такое, от чего уши в трубочку сворачиваются и, ну, просто жуть. Негатив, хейт. И вот теперь, что с этим делать? Первое, что хочу сказать, то, что когда люди заводят соцсети, неважно, это YouTube, Рутуб, Дзен, ВКонтакте, Инстаграм, запрещен у нас в России, да все что угодно, они проявляются. И хейт будет, и это нормально. Ну, то есть, невозможно для всех, для всего человечества, для всей аудитории, которая у вас есть, быть хорошим, красивым, там, классным, умным и так далее. Всегда найдутся те люди, которые другого мнения. И опять же, это нормально. И вот если говорить конкретно про YouTube, то в YouTube нет понятия негативный комментарий, нет понятия плохой комментарий. Нет такого вообще плохой или хороший комментарий. Есть просто комментарий. Если комментарий вам написали, опять же, зачем вы снимаете видео различные, выкладываете в соцсети? Для того, чтобы распространять информацию, что-то ценное доносить, рассказывать, популяризировать свой блог, себя. И когда появляется любой комментарий, неважно, плохой он, хороший, мы их вообще не делим сейчас на это в YouTube. То есть для продвижения это хорошо. И если есть комментарии, пусть они даже будут плохие, хейтерские, это для продвижения хорошо. Вопрос только, как с этим взаимодействовать. И вот тут мы подходим к такой штуке. Вот опять же, на своем опыте я понял то, что... А вспомним мы из курса физики закон сохранения энергии. Про что я говорю, как потенциальная энергия переходит в кинетическую и обратно. Про энергообмен мы сейчас будем говорить. Про то, что... Когда человек вам написал комментарий, любой комментарий, пусть он негативный, он отдал вам часть своей энергии. И когда вам, не знаю, вы выпустили видео, допустим, выложили его в YouTube, вам написали там 100 плохих комментариев, там 50 классных комментариев, ну я условно делю, там плохих, классных там и так далее. Они вам дали свою энергию. И что вы с этой энергией будете делать? Любая энергия не уходит никуда. Опять же, закон сохранения энергии, она трансформируется. И вот... Что вы с этой энергией будете делать, это уже вопрос другой. Как вы с ней, с этой энергией будете работать. Ну, то есть масса случаев, и я думаю, вы об этом прекрасно знаете, когда какая-нибудь поп-звезда или какой-то, как сказать, знаменитый человек что-то там, не знаю, сказал, не подумав, и разлетелся хейт на весь интернет, о нем теперь все знают, все говорят. И на самом деле многие делают из этого инфоповод и как-то, не знаю... Именно эту энергию, которая у них появилась, они с ней работают и направляют ее в правильное русло для себя. То есть там либо создают продукты какие-то, либо что-то еще больше рассказывают. То есть они взаимодействуют с этой энергией. Опять же, вот сейчас ключевое будет. Когда человек пишет вам комментарий, любой комментарий, он отдает вам часть энергии. И вы этой энергией можете питаться. Вы можете наполняться этой энергией. И это уже ваше право, и, как сказать, ваш выбор, ваша ответственность, что вы будете делать с этой энергией, куда вы ее направите. Вы представьте, вы выпустили видео, под ним 150 комментариев, и 150 человек вас энергетически накачало. И вы можете эту энергию куда-либо направить, свое творчество, свое развитие, да вообще куда угодно. Это вот такой первый пункт, про закон сохранения энергии. Второе, что я опять же хочу сказать, то что я сексолог, я психолог. Да я просто человек, и я прекрасно понимаю то, что психически здоровый, нормальный человек не будет писать всякую ерунду в комментариях. Там какие-то оскорбления, там, да я не знаю, ну, унижение, хейтить как-то. Вот я на своем личном опыте это понял. Опять же, вот по себе сужу, то что
если человек пишет какой-то негатив, какой-то хейт, какую-то ерунду откровенную прям вообще, то что-то у него не так. У него какие-то есть проблемы. И окей, это его проблема, это его мир, это его видение. Мы тут ни при чем. Ну, то есть, опять же, повторюсь, психологически здоровый, нормальный человек не будет писать всякую ерунду. И да, возможно, будет писать критику, но к критике нужно относиться нормально. Критика — это нормально. Опять же, в комментариях часто пишут, там, Сергей, свет не очень, там, слова ты прожевал, неправильно сказал, там, где-то интонацию, где-то перековеркал какую-то информацию, либо какой-то фон не нравится, либо там запись видео, либо звук был плохой. Ну, то есть что-то конструктивно. И к критике любой нормальный человек должен относиться, ну, опять же, как я это вижу, как я это понимаю, адекватно, нормально. Да, есть критика, есть к чему стремиться, устранять недочеты и там делать лучше контент, и говорить, и свет, и камера, и антураж, да все что угодно. Но когда пишут хейт, нужно с этим, как, опять же, я что делаю? Я с этим, первое, что растождествляюсь, я не принимаю это на себя. Опять же, вот 3 моих YouTube канала и абсолютно разная публика, и иногда пишут такие вещи, ну, жуткие, там, оскорбления, унижения, какие-то подколы, как-то пытаются, не знаю, задеть. Окей, это их право, это их жизнь, это их мировоззрение, это их путь, это, опять же, это не мое. Главное не надевать это все на себя и не думать, блин, Серега, ты реально тупой, ты реально все неправильно делаешь, ты такой некрасивый, у тебя неценная информация. И многие, на самом деле, у многих есть большое сопротивление, переживают по этому поводу, волнуются. Опять же, это нормальные чувства. Вопрос только, как это все проработать, как с этим жить. Ну, то есть, нужно... Что я делаю? Растождествляться. Вот есть я, а есть негативные комментарии. И между ними расстояние. Я это все на себя не надеваю. И это, опять же, нормально. Ну, если есть критика, и она конструктивная, это, опять же, нормально. Я вижу, да, я прекрасно понимаю, блин, вот здесь недочет, вот тут можно было сделать получше. То есть, критику я воспринимаю. Дальше. Есть еще такое, не знаю, вот друзья мои, знакомые, у кого много подписчиков в различных социальных сетях, они сразу же блокируют и банят этих людей. Честно, я раньше тоже это делал. Как-то вот мне что-то написали нехорошее, я комментарий удалил и сразу же его забанил человека. Но раз в полгода, раз в год, когда у меня хорошее настроение, если честно, я делаю амнистию. Там, не знаю, на свой, допустим, день рождения, либо на Новый год. Я захожу в свой черный список, у меня там 10, 15, может 30 человек, каждый год по-разному. Я беру и амнистию делаю, и всех убираю с черного списка. Негативные комментарии, наверное, первое время, еще, не знаю, вот 6 лет назад, когда я только начинал снимать видеоролики, да, я их удалял. И хотел, чтобы вот, когда я выпустил видео, чтобы там были только хорошие комментарии. Какой я красивый, умный, классный, там ценная информация. Негатив — это нормально. Опять же, это их мир, это их путь, это их психологические проблемы, травмы, комплексы, страхи. Это что-то у них там свое. Да и пусть они остаются. Мне еще нравится такой факт, даже не факт, у меня такой небольшой ритуал есть. Я не только записываю видеоролики и выкладываю их на YouTube, также я их дублирую на Рутуб и на Дзен. И вот на Дзене, по моему мнению, публика, ну, самая такая агрессивная. У меня иногда так бывает, как я уже говорил, ритуал, когда утром проснулся, там, сделал зарядку, свои дела, наливаю себе чашечку кофе, включаю компьютер, открываю Дзен и читаю комментарии, которые мне написали. Ну, там просто жуть, там, ну, опять же, это лично мое мнение, может, просто туда не заходит мой контент, может, я им очень сильно не нравлюсь. Да, естественно, там есть классные комментарии, когда пишут: Сергей, спасибо большое за твои практики, за твои видео, ты мне помог сделать то-то, то-то, там, благодарности очень много. Ну, также очень много именно на Дзене почему-то негатива. Опять же, я это все на себя не надеваю, и я растождествляюсь с этим. И работаю с этой энергией, которую мне отправляют хейтеры, подписчики, ну, где вот именно какой-то негатив, и направляю ее в конструктивное русло. Я думаю, это, опять же, я к этому лично пришел, это мой путь, для меня это окей, для меня это нормально. И вообще хейтеры на самом деле это хорошо. Потому что если вы заблокируете одних хейтеров, появятся сразу же другие хейтеры. Это вообще, это стандартный, мне кажется, такой, даже не стандартный, это такой эволюционный путь. Невозможно всех хейтеров заблокировать. Они все равно будут. Пусть лучше будут те, которых вы, грубо говоря, видите, контролируете, вы знаете, что они пишут там и так далее. Опять же, это нормально. Если есть хейтеры, значит, вы делаете все правильно. Если есть негативные комментарии, значит, вы
опять же, как мое мнение, делаете все правильно, вы проявляетесь, вы открыто рассказываете про свой продукт, про себя, про все что угодно, про ваши сферы интересов, про ваши хобби, да вообще вот любой там YouTube канал на любую тематику. Вы открываетесь, вы рассказываете, и если есть хейт, значит вы двигаетесь в правильном направлении. И самое последнее, что хочу сказать, то что нужно работать над собой, нужно быть готовым выдержать весь этот хейт, потому что, опять же, вот у меня много друзей, много знакомых, у кого много подписчиков, большая аудитория. И часто так бывает, то, что они запишут какое-то видео или выкладывают какой-то пост, у них там какой-то хейт, негативный комментарий налетают, все пишут, и они этого не выдерживают и удаляют это, как будто бы прячутся в домике. Ну, то есть они что-то написали, что-то выложили, вообще там абсолютно там не провокационное. А находится большое количество людей, которые подключаются, я не знаю, как это все работает, там пишут негатив и так далее. Они удаляют видео и просто прячутся в домике. Ну, я считаю, что это не совсем правильная и логичная позиция. Опять же, это мое мнение. То есть нужно работать над своей самооценкой, над своей психикой, над своим сознательным, бессознательным убеждениями, страхами, комплексами. Просто быть элементарно к этому готовым и не принимать это все близко к сердцу и делать то, что вы делаете. Надеюсь, было полезное, ценное видео. Попрошу написать вас только хорошие комментарии под этим видео. С вами был Сергей Витищенко, сексолог, психолог. Всего доброго, до свидания.